Хош Гельденес, Арка Дашлар. Друзья, сегодня вы увидите обзор 25 серии турецкого сериала «Далекий город». Садакат, после того, что узнала, пытается выгнать из дома невестку. Алия кричит, она не хочет уходить, ведь это и ее дом. А она – жена Джихана Аль-Буры и мать Дениза Аль-Буры. Но что бы ни сказала Алия, Садакат все же удастся выставить ее за дверь. Садо очень довольна собой. Алия уйдет, но поверьте, это будет ненадолго. Когда дверь в очередной раз закрывается перед женщиной, она принимает серьезное решение. К тому же, услышав голос сына, Алия не может все так оставить. Джихан понимает, что что-то происходит. Алия говорит сыну, что она в скором времени вернется. Садакат приказывает забрать Джихана Дениза. У Алии уже есть план, и она отправляется его воплощать в реальность. Джихан в тюрьме. Все так, как он и задумал. Шахин, узнав о том, где находится Джихан, немедленно едет навстречу к Кае. Ведь он переживает за жизнь своего отца. Это и есть план госпожи Алии. И взяв то, что ей нужно, она отправляется назад к особняку. Джихан отправляется в камеру Эчмеля и Халиса. Когда они его там увидят, естественно, они будут в шоке. Халис очень испугался, ведь он понимает, чем все это для него может закончиться. Эчмель еще не знает причину, по которой Джихан сюда попал. Но в скором времени и он узнает о том, что произошло. Почему-то нам кажется, что Эчмель совсем не виновен в смерти Борана. Ну и когда Эчмель слышит о том, что произошло, естественно, он в шоке. Джихан обвиняет обоих мужчин. Халис начинает говорить, что он не один знал правду о том, где находится Боран. Алия решила сжечь дверь в дом Аль-Буры. Садакат кричит, но она даже не подозревает о том, что будет буквально за секунды. Кая возвращается домой и видит, что делает Алия. Поверьте, никто не в силах остановить эту женщину. Как вы видите, Алия сделала то, что она и задумала. Женщина сожгла эту дверь. Садакат в шоке от того, что видит. Но ничего поделать она уже не может. Естественно, она кричит и обзывает Алию разными некрасивыми словами. Алия, как победительница, входит в особняк Аль-Буры. Никто не в силах ей ничего сделать, ведь это и ее особняк. Если Садакат что-то не нравится, двери уже нету, она может выйти. Садо просто сходит с ума. В какой-то момент она уже даже готова наброситься на Алию, но ее останавливает Кая. После всего, что произошло, Садо звонит Мине и спрашивает, известен ли пол ребенка. Пока нет, но Мине всему этому очень радуется. Алия воссоединилась с сыном. Их разлука была недолгой. Вечером Алия, Кая и Наре хорошо посидят вместе. Они поговорят и даже немного пошутят над Садакат. Все они переживают за Джихана. Ну, дальше Джихан продолжает разбираться в ситуации с Халисом. Халис говорит о том, что и Эчмель знал, где находится Боран. Эчмель отказывается от этих слов.
Появляется даже имя Недима Байбарса. Поэтому теперь Джихан хочет видеть на встрече и семейку Байбарсов. Возможно, и им есть что сказать. Садо отправляется, чтобы увидеть сына. Ну и, конечно, она совсем не рада видеть свою невестку. И семья Эчмеля, и семья Джихана встретятся вместе. Они не могут терпеть друг друга. Женщины, естественно, не смогут промолчать. Эчмель очень быстро приходит к своей семье. Но Джихана нету. Это очень беспокоит Садо. Естественно, Джихан в первую очередь встретится со своей женой. Они встретятся в отдельном кабинете и смогут поговорить. Джихан уже знает о том, что накануне произошло в особняке. Он доволен своей женой. Она не дала себя в обиду. Садакат придется очень тяжело с этой женщиной. Эчмель рассказывает своей семье о том, что Борана убили. Для всех их это новость. Наконец-то Джихан выходит к своей семье. Садакат очень злится, ведь она уже понимает, что прежде он встретился со своей женой. Проблемы вечно преследуют Садо. Все из-за того, что она выбирает неправильных людей в свое окружение. Демир встретит Каю и заберет Зерин. Мине старается зацепить Алию. Алия отправляется поговорить с матерью. Туда придет Садакат, она начнет обвинять Фико. Фикрие поговорит с дочерью. Никто не в силах успокоить Садакат. Семья Байбарсов приходит на встречу с Джиханом. Старший из Байбарсов прям клянется, что он не слышал ничего о разговоре с Халисом, о том, что они встречались вместе, и о том, что он знал местонахождение Борана. Но Адемир как-то странно в этот момент улыбается. Ну, действительно, очень интересно узнать, виновен ли в чем-то Эчмель. Ну, а оказывается, Демир знает правду. И Эчмель, и Недим знали, где находится Боран. Ведь Халис об этом сообщил на какой-то встрече. Недим достает Зерин. Девушка уже не может терпеть всего того, что с ней происходит. В какой-то момент ей становится плохо. Мы видим, как Демир за ней ухаживает. Да, Демир сделал много ошибок. Но будем надеяться, что он как-то сможет те ошибки оправдать и стать хорошим человеком. Наре переживает за Оскана, ведь он, как и прежде, находится в больнице. Состояние его тяжелое. Садакат хочет поговорить с Мине. Она ее козырь в игре с Алией. Алия придет поговорить с матерью, и Фикрие спросит, кто же такая Мине. И почему она в жизни семьи Аль-Бора. Наре встретится с Фикрие, и Фикрие спросит у Наре, не беременна ли Мине. Наре будет просто в шоке от этого вопроса. Но дальше она увидит, как Садакат разговаривает с Мине. После слов Фикрие у Наре закрадываются серьезные мысли. Демир и Эчмель устраивают проблемы для Каи, настраивая против него людей Аль-Боры.
Эчмелю все нравится, все подходит, все так, как он и хотел. Вечером Джихан звонит своей жене. Они очень мило побеседовали. Уже приятно смотреть на их отношения. Это уже, кстати, даже можно назвать отношениями. Кая отправляется на встречу с Шахином. В этот момент Надин сходит с ума, хватает Зарин и куда-то ее тащит. Девушка в шоке, Демир пробует его догнать, но его отец уже увозит Зарин. Он притащил эту девушку в ее дом, к матери и брату, и говорит о том, что Зарина ждет ребенка от Каи. В этот момент там же находится и сам Кая. Все в шоке от того, что происходит. Прибегает Демир и шантажом говорит отцу, чтобы тот забрал свои слова. Последнее слово, естественно, за Зарин, и она скажет, что это ребенок не Каи, а ребенок Демира. Кая возвращается домой и все рушит. Ведь есть шанс того, что этот ребенок не Демира, а его. И он прекрасно об этом понимает. Джихан оказывается в опасности. Ведь кто бы из этих мужчин не навредил Бурану, сейчас он хочет навредить Джихану. Эчмель, кстати, даже вступится за Джихана и будет немного ранен. Полиция придет вовремя и спасет Джихана. Тот мужчина, который хотел его убить, на ухо скажет, что это сделал Халис. Но у Джихана все же останутся некие подозрения. Утром Алия испортит настроение госпоже Садакат. Ведь как бы та ни хотела Алия, все равно будет сидеть за этим столом. Кая сообщает о том, что вечером случилось с Джиханом. Ну а сам Джихан в этот момент звонит жене. Он успокаивает и говорит, что с ним все в порядке. Джихан выходит на свободу, Халис тоже отправляется в суд. Эчмель просит Джихана, чтобы он разыскал убийцу брата и его наказал. Люди из деревни Аль-Бура очень рассержены. И рассержены они на Каю. Джихан должен ехать за Халисом, но в какой-то момент планы поменяются. Ведь Алие грозит серьезная опасность от толпы, которая шла к дому Аль-Буры. Джихан оставляет Халиса на Кадыра, а сам отправляется спасать жену. Операция спасения пройдет отлично. Джихан поговорит с людьми и успокоит их. Туда же придет и Шахин. Брат скажет ему о том, что все это проделки его отца. Халис – обманщик. Он сбегает от Кадыра. Садакат встречает сына и видит, что в дом пришла Фикрие. Она начинает сходить с ума, но Джихан ее успокаивает. Фикрие останется в этом доме. Ни она, ни Алия ни в чем не виновны. Садо все проигрывает и проигрывает. Наре подойдет к брату и прямо скажет ему о том, что Мине, возможно, беременна. Джихан понимает, что этот ребенок может быть его, поэтому отправляется к матери. Но Садакат промолчит, ведь она ждет, какого же пола будет ребенок. Алия хочет поговорить с мужем. Она находит его в его тайном кабинете. Видно, что Джихану нелегко, да еще и новость о том, что Мине может быть беременна, его серьезно беспокоит. Фикрие смотрит на восход солнца. Для этой женщины он последний. Фикрие поговорит с Джиханом. Дальше она поговорит с дочерью и преподнесет ей подарок. Алия очень расчувствовалась. Фикрие говорит такие слова, как будто прощается. Джихан уже узнал о том, где находится Халис. Фикрие, взяв оружие у Каи, немедленно отправляется туда, ведь она услышала разговор.
Алия понимает, что хочет сделать ее мать. Джихан нападает на то место, где находится Халис. Халис понимает, что ему грозит опасность, и поэтому бежит. Убегая, он еще не предполагает, что попадет в руки Феко. Фикрие хотела покончить с этим человеком, но в последний момент туда приезжает Алия. Халису удается забрать оружие, и он стреляет в Фикрие. Кстати, она прикрыла собой дочь. Убив Фикрие, Халис, ни на секунду не задумываясь, хочет убить и Алию. Но в последний момент подоспел Джихан. Джихан стреляет в Халиса. Выживет он или нет, пока что не ясно. Ну и, друзья, похоже, нету сомнений, что Халис реально мог убить Бурана. Итак, друзья, что ждет нас в следующей серии, мы узнаем очень скоро. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, дабы ничего не пропустить.